В одном небольшом городке объявили открытую лекцию известного профессора философии. Люди собрались в местном клубе, кто-то из любопытства, кто-то из искреннего желания узнать что-то новое. Среди них был и пожилой фермер Иван, человек простых привычек, но с твердым характером и ясным умом. Профессор вышел на сцену и с самодовольной улыбкой оглядел зал. Он любил демонстрировать свое превосходство, особенно перед теми, кого считал простолюдинами. «Дорогие друзья», — начал он, — «знание — величайшая сила. Человек, лишенный образования, подобен слепцу, бредущему в темноте. Он не способен осмыслить сложные вопросы бытия, а лишь следует животным инстинктам». Профессор обвел зал взглядом и вдруг заметил старика Ивана. Его темное обветренное лицо и грубые руки сразу выдавали в нем труженика. Улыбнувшись, профессор решил устроить показательный диалог. «Вот, например, наш уважаемый фермер», — громко произнес он. «Скажите, Иван, вы ведь никогда не изучали философию?» «Не изучал», — спокойно ответил Иван. «Тогда объясните нам, что такое экзистенциализм». Зал притих, ожидая, что старик растеряется. Но Иван лишь пожал плечами. «Не знаю, профессор. Я простым языком привык говорить». Видите, профессор рассмеялся. Вот что происходит, когда человек не учится. Как можно жить, не понимая сложных концепций, не зная, что значит существование? В толпе зашушукались. Многие задумались, может, профессор прав. Но Иван, не смущаясь, задал встречный вопрос. «Профессор, а вы знаете, как выбрать хорошее зерно для посева?» «Нет, конечно. Я ведь не агроном», — профессор усмехнулся. «А как узнать, будет ли корова давать много молока? Я этим не занимаюсь. А как понять, когда лучше вспахать землю, чтобы урожай был хорошим? Я же сказал, что не фермер». Уже раздраженно ответил профессор. Иван кивнул и спокойно произнес. «Значит, вы не знаете, как вырастить хлеб, как получить молоко, как заботиться о земле, которая нас кормит. Но ведь без всего этого вы не проживете и недели. Получается, ваша ученость вам в жизни ничем не помогает». Зал замер. Несколько секунд стояла тишина, а затем кто-то из задних рядов хлопнул в ладоши. За ним еще кто-то. Вскоре весь зал взорвался аплодисментами. Люди смеялись, одобрительно кивали, а профессор, красный от гнева и стыда, не знал, что ответить. Иван улыбнулся и добавил. «Ум — это не только книги, профессор. Это еще и умение понимать жизнь. Вы философ, а я простой крестьянин. Но в итоге мы оба друг без друга никуда. Только вот я это понимаю, а вы нет». Профессор молча взял свой чемодан и ушел со сцены. А люди еще долго вспоминали этот день, когда простой фермер преподал ученому важный урок. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.